Всем привет! И сегодня, спустя много времени, я вернулась переделать свой маникюр. Первым делом наношу крем на кожу рук, но не на кончики пальцев. Я делаю это буквально постоянно. Все свои нержавеющие детали я складываю в коробочку. Конечно же, в надежде их еще когда-нибудь использовать. А декор на ногтях опиливаю тонкой фрезой и откусываю кусачками. Далее делаю снятие уже привычной мне кукурузкой. Поскольку у меня были дырочки на среднем ногте от пирсинга, их надо заделать. Использую для этого базу. Опиливаю форму будущих ногтей и готовлю отросший ноготь под покрытие базой. Обычно везде, где я прошлась фрезой, я после прохожусь еще и пилочкой. Типсы довольно гибкие и можно даже слегка заузить форму на конце. Тут мы подошли к обработке кутикулы, и она у меня начинается с отодвигания кутикулы и открытия кармана. Это залог чистого маникюра. Беру пламя и начинаю обрабатывать кутикулу. Двигаюсь параллельно ногтю, убирая огрубевшую кожу. Нужно пройтись по ногтю пару раз, чтобы убрать глянец отросшей зоны. А далее стараться минимально с ним контактировать, делая акцент только на кутикуле. Работаю сперва слева, а затем на реверсе справа и поднимаю кожу для среза ножницами. Срезаю кутикулу ножничками и полирую срез. Мой штатив, уже который маникюр, отрабатывает за все, что угодно, только не выполняет свои основные функции. Вот такая вот обстановочка за кадром. Приступаю к покрытию и начинаю, как обычно, с базы. Это гибкая каучуковая база. Ее наношу всегда первым слоем. Снова мешаю себе гель из всего, что было дома. И получается вот такой вот бежевый нюд, практически в цвет моих пальцев. Этот гель выкладываю в 2 слоя. На такой длине это обязательно, чтобы ногти выглядели не плоско и были носибельны. На указательном пальце делаю этот же цвет. Кончики я буду поднимать на указательном пальце, ибо только он один у меня любит клюнуть.
Остальные ногти также сперва покрываю базой. Замеса геля того цвета у меня осталось на донышке, и я домешала еще белого и прозрачного. И заканчиваю ногти этим цветом. Опиливаю форму и поднимаю клювы с помощью пилочки 100 на 180 грит. Надо упомянуть, что на указательном, где ноготь был заметно поднят, я убираю ноготь с обратной стороны, чтобы он не выглядел слишком толстым. Перед покрытием нужно убрать глянец для лучшей сцепки. Каждый раз перед коррекцией обещаю себе не шлифовать кутикулу до покрытия. И каждый раз забываю об этом. Тут я докопалась до шершавки на кутикуле. Нашла у себя в закромах эти красивые камушки и решила, что они мне сегодня где-то нужны. Примеряю и понимаю, что для них нужен сокет. Придется пилить дырку в ногте. Сделаю ее на апексе, как раз высота позволяет. Стразы креплю всегда на базу. Смотрю, чтобы стразы не торчали и были погружены в базу настолько, чтобы не цеплять в них хотя бы волосы. Топом обычно покрываю в 2 этапа. Сперва промазываю между стразами, стараясь не задевать их переливающиеся грани. А у меня тут еще и жемчуг сегодня, а это значит, что его нужно покрыть обязательно, а то от обезжиривания он точно облезет. Переворачиваю палец, чтобы топ стек обратно на жемчужинку, и заканчиваю топом остальной ноготь вокруг моей композиции. Один ноготь готов. Приступим к большому. Прикипела я к цепочкам. Решаю прицепить на большой кусочек цепи полукругом. Клею ее на базу и покрываю топом. На мизинчике хотелось чего-то светлого, но в конце видео я испорчу дизайн, это я гарантирую. Беру белый гель-лак. Кстати, очень рекомендую вот этот от Mix. Он очень пигментированный и не уходит ни в желтизну, ни в голубизну. Прям вот поистине белый. Ложится в 2 тонких слоя. На 2 ногтя уже не хватило сил и решила нарисовать просто сердечки и сделать их шершавыми.
был у меня какой-то белый песочек. Сыплю его, кстати, на непросушенную краску без липкого слоя. А вот тут я решила, что мне недостаточно наляписто, и нарисовала еще какую-то вот непонятную лунку розовой фольгой. Спасибо, что были со мной сегодня, и увидимся в следующем видео. Пока!